Всем привет, меня зовут Антон Старский. В этом видео речь пойдет про накладку КО от фирмы Доктор Neubauer. Это средние шипы. Обращаю ваше внимание, что речь конкретно про КО с толщиной губки 1,3 мм. Другие толщины будут играть по-другому, особенно 2 мм. Итак, это очень специфические шипы. Я говорю это после того, как отыграл пару десятков турниров. Если вы ищете что-то очень противное, таково для вас. Соперники порой сильно удивляются тому, что происходит, когда они играют по мячам от КО. Но сразу предупреждаю вас, большая противность этих шипов имеет свою цену. У шипов есть слабые места. Их не может не быть при таких свойствах. Так что я предлагаю вам не рассчитывать на то, что вы приклеите КО на ракетку и всем соперникам придет конец. Такой вариант вероятен, но только в том случае, если вы освоите технику игры шипом и грамотную тактику. Я играю на уровне массового любителя. Не слабого, но и не особо сильного. Не тренируюсь, а просто участвую в турнирах, где все соперники приблизительно равные по уровню. И использую где-то 50% возможностей КО. Я имею в виду, что я не пытался научиться технике и тактике игры этим шипом. Да и вообще каким-либо другим шипом я не учился. Поэтому использую ограниченное количество элементов. И мне этого хватает, чтобы с этим шипом успешно конкурировать. Результатами я доволен в полной мере. Если же еще приложить усилия и научиться использовать КО на 100% его возможностей, то конкурировать можно было бы на значительно более высоком уровне. Итак, это специфический шип. На губке 1,3 он не быстрый, но и не медленный. Губка твердоватая. Вес шипов, обрезанных до размера 163 на 153 мм, где-то в районе 37 грамм. Средние шипы агрессор тяжелее. Плута, Евро и Кейлер намного полегче будут, поскольку они мягкие. Сцепление у шипа самое маленькое из всего, что я пробовал. Я пробовал на этом же основании длинные шипы Инхи Нептун Окс. Привожу это просто для сравнения, ведь многие шиповики знают этот шип. Так вот, Нептун Окс имеет раза в 2 более сильное сцепление, чем КО на губке 1,3. Можете себе такое представить? Даже шип Инхи 955 Окс сильнее цепляет, как мне показалось. А любые короткие шипы и средние шипы на губке тем более сильнее цепляют. Такое мизерное сцепление влияет на игровые свойства шипа. Этим шипом сложно сделать накат. Мяч сваливается. Ну, то есть научиться можно, но любым другим средним шипом это делается легче. Риск ошибки меньше. Но зато противность мячей от КО, как я уже говорил, максимальная. Мне это по душе. У меня очень мягкое основание офф-минус от фирмы Инхи. Задержка мяча на ракетке максимально большая, поэтому накатывать легче по сравнению с остальными атакующими основаниями. Ну и противность, наверное, тоже меньше. Но мне хватает. Самое приятное, что дают шипы КО, это ошибки от соперников. Вы делаете не быстрые или быстрые накаты, плоские толчки, качаете на столе или у стола. По-разному пихаете мяч, коротко или длинно. И соперники часто ошибаются против таких мячей. Либо не попадают по мячу вообще, либо мяч у них летит в сетку или за стол. В данный момент вы видите подборку типичных ошибок против шипов КО. Игроки разные, а ошибки одни и те же. Конечно же, это оказывает глобальное влияние на исход матча. Соперники не только ошибаются, они еще и теряют уверенность при игре по мячу от КО.
То есть они могут попасть в стол, но они делают это менее остро, чем могли бы. И тогда уже вы получаете возможность сыграть остро или добить соперника. Понятное дело, люди могут приспособиться. Моя личная практика игры противными шипами Плута Евро 1.2 и КО 1.3 показывает, что соперники совершают одни и те же ошибки неделя за неделей, месяц за месяцем. Приспособление, если и есть, то оно минимальное. Иногда попадаются соперники, которые часто уверенно атакуют по мячам от КО. Как будто они специально учились играть против таких мячей. Это, конечно, неприятно, но это не часто. И такие соперники все равно не по всем мячам играют уверенно. Так что и с ними тоже можно конкурировать. Но это сложнее. Я не считаю это проблемой. Это типичная сложность. Такие сложности есть у всех игроков, независимо от их накладок. КО имеет великолепный блок. Его противность максимальная, эффективность соответствующая. Можно пассивно подставлять, можно поддавить вперед, можно сделать очень короткий малозаметный чоп. Мячи от шипа полетят разные. После такого блока шансы соперника выиграть очко сильно понижаются. Мои соперники часто проигрывают сразу. В некоторых случаях они отбрасывают мяч скидкой, лишь бы попасть в стол. В таких случаях я получаю возможность атаковать. С другой стороны, я не могу сказать, что исполнять блок легко. Это похоже на то, как исполнять блок длинными шипами без губки. В некоторых случаях, не задумываясь, подставил ракетку, и тухлый противный мяч ложится сопернику на стол, после чего соперник проигрывает. И также бывает, что мяч на полметра вылетает за стол от блока или валится в сетку. Поведение самого шипа КО на блоке более понятное для меня по сравнению с длинными шипами ОКС. Но все же, в зависимости от прилетающего мяча, где-то надо просто подставить, где-то надо расслабить кисть, чтобы ослабить отскок, а где-то надо наоборот добавить хотя бы небольшой толчок вперед. Ну а в целом, повторю, блоки у КО великолепны. Если же вы будете чередовать блок с шипом и блок гладкой накладкой, то вам гарантирована масса удовольствия от созерцания реакции соперника на это безобразие. Шипом КО не нужно атаковать напористо или серийно. Им главное попасть в стол, а дальше соперник может допустить ошибку, и у вас появится преимущество. Я так и делаю. Силовую атаку исполнять не умею, но я видел, как другой игрок именно таким шипом исполнял силовую атаку по мячам с разным вращением. Меня это впечатлило. Я и не думал, что таким скользким шипом можно так уверенно пробивать на сил. Оказывается, можно, если вам хочется. Допустим, вы получаете подрезку. Просто пихаете ее вперед или исполняете что-то типа топ-спина, если очень захотелось. Я в основном пихаю вперед. Задача такой атаки — получить от соперника ошибку или получить удобный мяч, по которому можно более комфортно атаковать шипом или сделать топ-спин гладкой накладкой. Вот такая примитивная схема игры. Я постоянно пытаюсь реализовывать такую схему на приеме подач. Атаковать КО может по-разному. Словами это не опишешь. Кое-что вы видите на видео.
Ну а если поставите накладку себе, то просто экспериментируйте на тренировке и найдете все возможные способы. Например, к вам прилетает накат. Вы можете выполнить накат или легонько плоско пихнуть. Можно подумать, что мячи должны лететь одинаковые. Шипы же цепляют очень слабо, но нет. Соперники очень часто ошибаются, когда им по накату делаешь такой вот плоский тычок. Я не знаю почему. Выглядит забавно. Вы можете подумать, что из-за крайне слабого сцепления этот шип облегчает прием подач. Частично это так, и частично не так. Подачи бывают разные. Если вы принимаете подачи атакующим шипом с нормальным зацепом, вы почти любую подачу можете уверенно атаковать накатом, топсом или скруткой. А КО не может. Например, лично у меня проблема с приемом быстрых плоских подач на него. Хотя, если бы я специально потратил месяц на тренировки, то смог бы играть гораздо увереннее. В общем, не надо считать, что вам с этим шипом будет однозначно легче принимать подачи. Ну а я большинство подач принимаю этим шипом и, благодаря этому, захватываю преимущество или получаю ошибку соперника. А если бы я умел крутить ракетку и некоторые подачи принимать гладкой накладкой, было бы еще лучше. Кто-то, наверное, хочет узнать, как КО проявляет себя в защите. Я не играю в защите, но иногда мне приходится отбегать от стола и подрезать по топ-спину или по накату. Если вы играете в защите, не нужно ставить КО. Это не имеет смысла. Если же вам нужно эпизодически защититься, как в моем случае, то тут КО, на мой взгляд, великолепен. Первое, что я все время ощущаю в защите, КО легче направлять мячи. Именно направлять. Прямо, диагонально, выше, ниже. Может быть, на видео вы и не видите, что я ложу мячи низко и сложно. Но это потому, что я вообще никогда не тренировал защиту короткими шипами или средними шипами. Я наклеил КО вместо других шипов прямо перед турниром и пошел играть. И уже во время турнирного матча пытаюсь хотя бы попадать в стол. Я, конечно, не рекомендую вам делать так же. У меня просто нету времени на тренировки. Вместо тренировок я часто играю турниры. В общем, я повторю, шипами КО легко направлять мячи, когда вы защищаетесь. Мне это нравится. А вот запилить плоский мяч или усилить приходящее вращение вы, скорее всего, не сможете. По крайней мере, у меня это не получается. Если же к вам прилетело очень много верхнего вращения, вы можете легко его сохранить обычным чопом и направить мяч в нужном направлении. И для этого не нужно махать с длинной амплитудой. Легонько чопнули и подтолкнули мяч. И все. Еще приятный момент при защите по топ-спину: можно в значительной степени уменьшить приходящее вращение. КО дает высокий контроль при слабом чопе с толчком или при боковом чопе. Это может остаться незамеченным для соперника. В результате вы получите ошибку. В общем, если вам надо время от времени защититься, то с этим КО справляется отлично. Или же вы немного отошли от стола и делаете чоп по небыстрому накату. Тут все то же самое. На этом все. Если у вас есть вопросы, пишите в комментариях под видео или обращайтесь на контакты магазина Тета Максимум. А купить накладку Доктор Neubauer КО вы можете по ссылке под этим видео.